Всем привет, дорогие друзья! Есть у меня вот такая подвесочка. Недавно я ее получила с сайта Алиэкспресс. Как видите, здесь такой необычный цвет. Ну и цветок, похоже, или на орхидею, да, или на ирис, не знаю. Но мне бабочку напоминает больше. На бабочку похоже, да? И здесь такой золотой цвет, спокойный, не яркий желтый. Как видите, здесь вот такие петельки расположены. И я хочу двухрядное украшение сделать. Подбирала бусинки, конечно, сложно подобрать. Конечно, можно здесь и поставить только жемчуг, так как здесь вот это вот в серединке жемчужная бусинка. Не знаю, натуральная она или нет. Ну, скорее всего, искусственная. Ну и я вот такие бусинки у себя нашла 8 миллиметров. Когда-то я их покупала очень давно. Даже не помню, что это за камень. Но видно, что это камень какой-то тонированный. Ярко выражена краска, разводы такие. И неплохо подходят эти бусинки по цвету. Но здесь еще есть и синий цвет. Я не знаю, надо добавлять его или не надо. Я думаю, и без синего обойтись. Так как здесь жемчужинка в серединке, да? И, конечно же, хочется еще добавить жемчужных бусин. У меня два размера такой формы неправильной. Вот такие жемчужинки есть. Ну и так как будет двухрядное украшение, я думаю, нижний ряд побольше бусинки, да, поставить, а верхний ряд будет поменьше бусинки. Ну, впереди, конечно, будут вот эти бусины. А на окончание я уже поставлю, наверное, жемчуг. Да, и еще из этого магазина я покупала вот такую малюсенькую застежку. Думала, подойдет, может быть, к подвеске. Как видите, это такой крючок. Здесь два колечка, так как здесь, чтобы не выпало, наверное, колечко они зажимают. Немного надо раскрыть, чтобы колечко проходило. И я сейчас увидела, есть проба. Вон там проба стоит. Я приближу, если увидите. Вон, 925. Не знаю. Не знаю, для чего она тут стоит. Может быть, и где-то есть посеребрение, а сверху напыление такое золотое. Вот колечко не потерять. Я думаю, может быть, поставлю такую застежку. Когда будут уже бусы, удобно будет надевать. Она маленькая такая. Пока держишь ее одну в руке, она совсем малюсенькая и неудобно, да? Если я поставлю сюда, может быть, я побольше возьму колечко свое, два ряда прикреплю на колечко и буду потом уже вот так вот застегивать. Не знаю, посмотрю. Если понравится, наверное, я ее и поставлю. Она очень хорошо подходит и по цвету, и по дизайну. Такая бабочка красивая, да? Ну и, конечно же, будет золотая фурнитура. Маленькие бусинки буду ставить самые малюсенькие, позолоченные, наверное, 2 миллиметра. Не хочу здесь много применять фурнитуры какой-то. Ну, может быть, возможно, где-то поставить вот по одной бусинке, да. Я подобрала именно эти, они не такие желтые, так как здесь совсем не желтый цвет золота. Ну и если два ряда, мне хочется их как-то где-то сбоку зафиксировать, чтобы они не расходились. Где-то поближе к шее, да, может быть, вот такие вот соединительные два колечка, коннекторы. Есть такие со стразами, я думала, ну потом передумала. Стразы не хочется здесь вообще никакие. И вот эти колечки, минимум фурнитуры и, скорее всего, вот такие вот колпачки малюсенькие у меня позолоченные поставлю. Ну и все. И удлиняющая, может быть, цепочка понадобится. Хочу коротенькое сделать украшение, совсем коротенькое под шейку, чтобы можно было летом надеть под маечку или под блузочку, под воротник. Ну и начнем. Так как здесь маленькое отверстие, у меня не проходит протектор. И, как я подумала, если проводить здесь тросик, это так я спереди, когда смотрим, тросик проглядывается. Если даже на него я надену бусинки, все равно будет это выглядеть некрасиво. Представила, не очень красиво. Здесь такие тычинки, и хочется оставить, чтобы они были в свободном таком полете, чтобы не было ничего сзади, да. Я подумала, что
буду здесь крепить просто. А вот нижний ряд уже можно просто провести здесь и поставить бусинки. Здесь ничего не будет видно снизу. А здесь я уже буду проводить тросик, так как я сказала, не проходят протекторы в это отверстие. И хочется, чтобы бусинка была поближе, так как и протектор будет видно некрасиво, да? А когда уже здесь будет бусинка стоять, и первый я колпачок всегда надеваю. Сейчас посмотрю, как будет это смотреться. Может быть, просто бусинку надеть и все, и не нужен никакой колпачок. Я думаю, вот так вот и будет лучше смотреться, без протекторов, без колпачков. Украшение будет легкое. Я не думаю, что тросик так быстро перетрется и порвется. Тросик я взяла 0,30, самый тоненький. Ну и сейчас еще внизу мне надо провести сразу. Бусины я поделила пополам. И здесь мне надо поставить, конечно, золотые бусинки в этот промежуток. И вот так получилось. Вот бусинки, закрываю тросик. И отлично все смотрится. Теперь я сейчас наберу все и покажу уже вам. Посмотрите, как красиво получается. Здесь я кримпы зажала. Не хочу одевать обжимные бусинки, так как они будут выбиваться. Они же у нас большие, а маленьких таких я не встречала. И зажать их, наверное, будет сложно, такие маленькие. Ну, я оставила кримпы, кримпы, не закрывая их ничем. Ничего страшного, их практически не видно. И вот так вот проставила мелкими-мелкими бусинками. Здесь тоже вот такой переходик я сделала. Поставила, как видите, бусинки вот эти золотые, позолоченные. Ну и все, и дальше я уже буду, наверное, надевать жемчужные бусинки без проставочных позолоченных. Где-то поставлю вот эти вот, соединю. И чтобы полукруг был, не вот так у нас, чтобы лежало украшение ровно. Поэтому надо сделать какой-то полукруг, чтобы на шее смотрелось, оно лежало красиво. Ну, мне нравится, уже красивенько выглядит, да? Ну, и я уже, наверное, доделаю до конца и покажу вам, что у меня получится с этой застежкой. Отказалась я от этой застежки, так как украшение будет в продаже, и я думаю, чтобы было комфортно надевать украшения и удобно. Мало ли, с этой застежкой будут проблемы какие-то. Она маленькая, может быть неудобная. Поставила вот такой карабинчик матовый. Не глянцевый, как видите. Я думаю, неплохо он здесь смотрится. Удлиняющая цепочка сантиметров 5. Вот так на окончании бусинку. И вот такое украшение у меня получилось. Очень красиво выглядит, смотрится и лежит на шее красиво. Такое нежное. Можно и, конечно, и как вечернее его надеть. Можно и на каждый день тоже носить такое украшение. Очень красивый цвет. Напоминает мне Тиффани цвет. И вот такие я делала гвоздики. Они голубенькие, а когда я прикладываю, они как сливаются с этим цветом бусин. И можно вот такие в ушки надеть серьги, и будет такой комплект. Очень даже красиво получилось. Нежно, аккуратненько. Ну и жемчуг, конечно, придает свой блеск. Очень понравилось мне украшение. Оно будет в наличии. Я оставлю ссылку на эту подвеску, если она в наличии будет. Посмотрю. Пишите комментарии. Ваше мнение мне всегда интересно. Понравилось вам украшение? Ну а если понравилось, поставьте мне лайки. Мне будет очень приятно. Пишите комментарии. Будем общаться. Не забывайте на Дзен переходить, подписываться. Ну а кто подписывается, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!